Как сделать кровать из дерева своими руками. Это продолжение рассказа, начатого в предыдущем видео, и в нем я покажу, как были сделаны выкатные подкроватные ящики с оригинальным креплением колес для увеличения их полезной глубины, фрезеровка ребер деталей и финишная отделка, с акцентом на некоторые тонкости, которые могут поставить столяра-любителя в тупик, а для профессионала покажутся пустяком или вызовут у него улыбку. Здравствуйте, меня зовут Юрий и рад вас всех приветствовать. Выкатные ящики будут сделаны из 15-мм фанеры, по размерам, полученным из трехмерной модели кровати, созданной в программе SketchUp. Корпуса ящиков собраны точно так же, как и собирались ящики для платяного шкафа, чему было посвящено отдельное видео на канале. Правда, в этот раз не пришлось разламывать и снова собирать ящики, постоянные зрители поймут, о чем я. Точно так же нарезаю заготовки для стенок ящиков из листа фанеры в соответствии с листом раскроя, присаживаю шканты, вырезаю паз под донышко. Все это шлифую, проклеиваю малярным скотчем места рядом со склейкой, склеиваю с применением струнных струбцин и готово. Ящики будут выкатываться из-под кровати по полу, то есть их нужно поставить на колеса. Зазор между корпусом ящика и полом хотелось бы сделать минимальным, миллиметров 10, чтобы просто не терять полезный объем. Но при этом высота самого колеса 30 мм, поэтому решено было ставить колеса не снизу под ящик, а вырезать ниши в боковых стенках и утопить колеса в эти ниши. Но проблема в том, что ширина корпуса колеса составляет 20 мм, в то время как толщина стенки 15. Поэтому было решено изнутри ящика в угол вклеить рейку из той же фанеры. И тогда получится полноценная ниша, которая скроет колесо, и внутри ящика будет аккуратный вид. То есть нужно нарезать рейки, придать им профиль, отшлифовать и приклеить в углы. Но рейки достаточно тонкие, и обрабатывать их в такой последовательности неудобно. Значит, поменяем последовательность. Беру широкую полосу фанеры и на обеих кромках сбиваю острые ребра. Затем шлифую. И только после этого отрезаю две рейки нужной ширины, сразу с обеих сторон. И повторяю процесс. Отрезав рейки по длине, вклеиваю их в углы ящиков. Нагрузки они не несут, поэтому их можно даже сильно срубцинами не стягивать. Шпилек вполне достаточно. Вот теперь в каждом ящике достаточно материала, чтобы в него врезать колеса. Как быстро без возни врезать? Берем подходящий обрезок МДФ, в данном случае это шаблон для врезания петель в двери, и делаем в нем шаблон для фрезерования прямой пазовой фрезой по копировальной втулке. В одном из видео я подробно показывал, как это можно сделать. И как всегда, цифры, которые время от времени появляются внизу экрана, означают, что в описании под этим роликом есть ссылки на видео, содержащие более подробные мои рассказы про тот или иной процесс. Приладив к шаблону спереди и сзади из фанерной стенки противосколы, фрезеруем. Готово. Теперь я намечу отверстие под саморезы, но установлю колеса уже на объекте, при сборке кровати, чтобы не рисковать и не повредить что-нибудь при транспортировке. Внешние детали каркаса кровати готовы, и пришла очередь снять острые ребра. Я буду это делать кромочной фрезой с углом 45 градусов и с подшипником. И здесь нужно сделать выбор. Дело в том, что по проекту передняя стенка кровати, то есть изножье, и боковая стенка крепятся на одном уровне. Снимать ли фаску на месте стыка? Если не снимать, то на боковой стенке придется очень точно подводить фаску, чтобы стык смотрелся нормально. Но это еще полбеды. Главное, что меня смутило, это то, что мы имеем дело с лиственницей, которая достаточно колкая.
И есть риск, что на стыке со временем при эксплуатации могут образоваться задиры. Люди могут даже подцепить занозу. Поэтому все острые ребра на гранях будут сбиты, в том числе и на стыках. В результате на стыке образуется небольшая ложбина, и я не думаю, что это как-то повлияет на внешний вид. Вот так это получится. Как я уже говорил чуть раньше, зазор между полом и выкатными ящиками будет составлять 10 мм. И чтобы боковина кровати смотрела все-таки как единое целое, на нижней кромке боковой стенки нужно выбрать четверть высотой тоже 10 мм. Лиственница, четверть, возможно сколы. Я про это, по-моему, уже рассказывал. Да, вот справа сверху ссылка на это видео. Кстати, в комментариях к этому видео было несколько очень полезных советов от профессиональных столяров. Как минимизировать возникновение вырывов и сколов на материале. Большое спасибо за такие комментарии. Вот результат. Осталось снять фаски и можно будет шлифовать. Шлифовка по стандартной технологии. Наносим карандашом контрольную линию и сначала шлифуем крупным зерном. Меняем шлиф-шкурку на более мелкую, в соответствии с рекомендациями производителя масла. Снова наносим контрольную линию. И снова шлифуем. В той же последовательности готовим к отделке и фасады выкатных ящиков. И хотя здесь возникает соблазн упростить работу и при фрезеровании расположить деталь плашмя, делать этого не стоит по причине того, что как только мы дойдем до интегрированной ручки, подшипник фрезы потеряет опору и контур ручки будет испорчен. Так что крепим деталь вертикально и фрезеруем от кромки. И контур ручки цел, и профиль фаски на ручке совпал с профилем фаски на ребре фасада. Отлично. Покраска, точнее покрытие маслом, серьезный и ответственный процесс. Про мои открытия в этом процессе было снято несколько видео, но подозреваю, что много открытий чудных еще впереди. В этот раз будет использоваться цветное масло производителя Биофа, масло 8500. Я его использую на лиственнице в первый раз, и у него в сравнении с маслом Осмо есть свои особенности. Оно по-другому взаимодействует с древесиной, и красящий пигмент создает более резкий контраст между твердыми и рыхлыми волокнами. Это нужно учитывать. Производитель сам пишет, что для получения более однородного покрытия желательно применить предварительное покрытие другим составом, что-то вроде грунта. Но это означает, что вместо одной банки с маслом нужно купить две, и тогда вопрос экономии на Биофа в сравнении с Осмо становится совсем неочевидным. Как и написал в инструкции производитель, через 50 минут после покрытия маслом с деталей удаляются его излишки. Он пишет, что нужно еще располировать специальным падом их производство. Тоже, кстати, к вопросу о стоимости. Я немного располирую мягкой безворсовой ветошью и размещаю на просушку. Выкатные ящики собраны, фасады и деталь каркаса кровати покрашены, рейки для поддержки решетки матраса подготовлены. Сейчас все это будет упаковано и скоро отправлено на объект. Там произойдет встреча каркаса с изголовьем, который будет из слэба и приедет сразу туда. Но это уже другая история, предмет для другого видео. Как, впрочем, и очередное мое изделие вот из этого чуда природы. А сегодня я хотел бы сказать до свидания, до следующей встречи.